Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный джинсовый топ. Как всегда, работать я буду с выкройкой от нашей школы шитья. Распечатываем выкройку, проверяем контрольный квадрат, склеиваем листы и вырезаем нужный размер. Спинка рассчитана на молнию, но мы с вами будем делать шнуровку. Поэтому убираем вверху 4 сантиметра и внизу 3 сантиметра. Так. И вот этот ненужный участок отрезаем. Для работы я взяла готовые джинсы. Это натуральный хлопок, ткань абсолютно не тянется, она средней плотности. На джинсах есть вот такие фабричные швы, и мы их будем обязательно использовать. На деталях спинки отмечаем припуск шва 1 сантиметр. На одной из деталей срезаем припуск и склеиваем их между собой. И у нас получается одна деталь спинки. Я хочу задействовать этот фабричный шов. Деталь спинки делим пополам и выкладываем так, чтобы шов проходил вдоль намеченной линии. Также боковую деталь переда делим пополам, и также у нас здесь будет проходить шов. И центральную деталь переда кроим, соблюдая долевую, со сгибом. Я перенесла контур детали на одну штанину, вырезаем в один слой. Для того, чтобы сделать зеркальную вторую деталь, я беру вторую штанину и точно прикладываю готовую деталь так, чтобы совпали швы и даже строчки. Обводим и выкраиваем. Спинка готова. Также поступаем с остальными деталями выкройки. Кроим сначала одну деталь, перекладываем зеркально на другую штанину и кроим. Выкройка готова. Обратите внимание, что центральную деталь я крою в двух экземплярах. Центральную лицевую деталь переда я проклеиваю неплотным дублерином. Готово. Складываем лицевыми сторонами внутрь. Соединяем верхний шов иголками. Шьем с припуском 1 сантиметр. Делаем надсечки. Разворачиваем и пришиваем припуск к изнанке на расстоянии 1 мм от шва. Так. Срезаем припуск изнанки. Сделаем перекант выреза на изнаночную сторону. Прометаем вручную. И по лицевой стороне проложим 2 декоративные строчки.
Я перенесла все линии, фиксирую иголками срезы и также ставлю иголочки там, где мы будем прокладывать декоративные строчки. Шьем по линиям. Деталь переда поутюжили. Теперь берем веревку, небольшим кусочком скотча оборачиваем конец веревки. Это поможет нам прикрепить булавку. Продеваем веревку внутрь. И у нас получается красивый выпуклый декоративный элемент. Соединяем иголками срез центральной детали и затем соединяем ее с боковой деталью переда, совместив все метки. Также соединяем детали по боковому шву. И обратите внимание, что все припуски у нас повернуты на лицевую сторону. Шьем с припуском 1 сантиметр. Вот этот фабричный шов нужно распустить, чтобы применить. Если вы не умеете быстро распускать вот такие швы, я вам покажу. Вам нужно поддеть петельку и потянуть за ниточку. Вот так. Распустили швы и отрезаем ленты шириной 3 сантиметра. Вот так я их распределю на припусках. И теперь будем пришивать сверху к припуску шва так, чтобы закрыть шов стачивания. Также закрываем боковой шов. Вот так это выглядит. Подрезаем припуск, оставляя полсантиметра. Прометаем вот так вручную. Срезаем лишнюю ленту. И вот так мы теперь будем пришивать. То же самое делаем с этим швом. Подрезаем, оставив припуск 5 миллиметров. Также оборачиваем, прометываем. И затем пришиваем по краю.
Вот таким простым способом мы переносим фабричную строчку на топик. Переходим к шнуровке. На изнаночной стороне спинки наметим припуск 1 см. Отступим от верха вниз 7 мм и также здесь 7 мм. Измеряем расстояние между этими точками и делим его на количество петель. У меня получается 8 петель с расстоянием 1 см 8 мм. Берем корсетный шнур, делаем отрезки длиной 4 см. Я делаю 16 штук. Чтобы шнур не осыпался, слегка обработаем кончики огнем. Один конец шнура укладываем, совместив со срезом и с меткой. Придерживаю иголкой, чтобы не сместился. Доходим до метки. Загибаем второй конец отрезка. Придерживаем. Следующая петля также зафиксировали, прошили. Дошли до метки, пришили второй конец. И так далее. Готово. Проложим строчку, отступив 3 мм. Расправляем петли под лапкой. И для надежности проложим еще одну строчку. Теперь берем нашу заготовку и прикладываем сверху, закрыв все швы. Прокладываем строчку по краю. Так. Припуск не срезаем, оборачиваем и прометываем. Срезаем излишек ленты. Переворачиваем на лицевую сторону и вот так завернув, проложим строчку поверх предыдущей. Так, и теперь строчку по краю. Готово. Находим долевую на ткани и под углом 45 градусов нарезаем полоски шириной 4 сантиметра. Чтобы сшить ленты между собой, прикладываем треугольник к ленте вот таким образом, прочертив угол 45 градусов. Отрезаем. На второй ленте делаем такой же срез. Обязательно проверьте направление ткани. Прикладываем треугольник к одной стороне и отмечаем угол 45 градусов и срезаем. Складываем ленты лицо к лицу. Припуск у нас здесь 5 миллиметров. Сшиваем.
Шов разутюживаем и срезаем припуск, оставив 2 миллиметра. Так, наша лента готова. Старайтесь пришивать ленту таким образом, чтобы швы соединения не были на самом видном месте. Прикладываем ленту к верхнему срезу и шьем на ширину лапки. Оставляем длину бретели около 38 сантиметров. Оставляем 1 сантиметр ленты, срезаем неровности. Оборачиваем край ленты вот таким образом на изнаночную сторону и приметываем. Доходим до бретели, складываем ее края внутрь, вот так. И прометываем. Прокладываем строчку по лицевой стороне. Так. Нижний срез точно так же обрабатываем лентой. Шьем на ширину лапки. Подравниваем линию низа, оставляем 1 сантиметр ленты, оборачиваем наизнанку и приметываем. Все так же, как верхний срез. Также прокладываем строчку. Готово. Вот такой замечательный топик у нас получился. Длину бретели уточняем на примерке и пришиваем вручную. Друзья, если вам был полезен этот мастер-класс, поддержите мой канал, оставьте любой комментарий под этим видео, поставьте лайк или подпишитесь на мой канал. Я вам желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова.